Этот ролик посвящен знакам судьбы, и вы оказались на этом канале не случайно. Вы оказались на этом канале, потому что так работают алгоритмы YouTube. Если вы определенной темой интересуетесь, то он вам эту тему предлагает. И в этом ролике мы с вами разберемся, что такое на самом деле знаки судьбы. Еще раз, я про это расскажу более подробно, как они выглядят, а где это просто то, что ваш ум притягивает за уши. И еще мы разберемся с одной очень важной темой, которая также коррелирует с тем, что я расскажу про знаки судьбы. А именно, есть люди, которые очень боятся рассказывать про свои достижения и про то, что у них исполнилось в желаниях, потому что якобы после этого все разрушится и желания исполняться не будут. Как это все между собой связано, вы узнаете в этом ролике. Вы на канале Алена Зацепила. И это не моя фамилия. Однажды я уже рассказывала про прикольный эксперимент, который провел Скиннер. И сейчас очень кратко я еще раз объясню. Он работал с голубями, и он все выстроил таким образом, что просто голубь получал еду в кормушку, и это было через разные промежутки времени. И в какой-то момент Скиннер заметил, что голуби ведут себя как-то очень странно. Одни начинали танцевать, другие махать крыльями, третьи атаковать вот таким образом и так далее. И в конце концов они с учеными пришли к выводам, что голуби создали для себя то, что называется суеверным поведением или магическим мышлением. Они считали, что вот еда упала, потому что он, например, махал крыльями. И поэтому, если он будет махать крыльями, то еда упадет. И самый прикол-то в чем? Что если вы будете 10 минут махать крыльями, то еда в любом случае упадет. Условно 10 минут. Еще недавно в своем челлендже я объясняла одной девушке, опять-таки, разницу между тем, где действительно сработала, скажем так, сила ее мысли, мышления, и где как раз суеверное поведение. Я целых 10 минут делаю косицу намерения, когда жду автобуса, и автобус приезжает. Фишка в том, что автобус через 10 минут в любом случае приедет. Будете вы делать косицу намерения, визуализировать автобус или так далее? Или не будете? Это просто расписание автобусов. И нам с вами важно разобраться, где действительно сработала сила мысли, что такое знак от Вселенной, от мира и так далее, как он выглядит, где работает ваша голова и почему вам бывает реально тяжело увидеть настоящие знаки, которые вам подает мир. Смотрите, в чем основная проблема всех нас. Мы живем на основе паттернов, которые сложились у нас в голове. Это паттерны восприятия и паттерны поведения. Это то, про что я говорила в начале. У некоторых людей складывается неправильный паттерн. Я рассказал своей маме про то, что я планирую сделать бизнес, и у меня встреча с партнером. И встреча сорвалась. Бизнеса не будет. В следующий раз я рассказал маме про то, что я собираюсь купить себе там-то ботинки. Пришел, ботинок нет. В этот момент создается ложное убеждение в голове, что мама рассказал маме равно не произойдет. Проблема ложных убеждений заключается в том, что мы очень выборочно запоминаем эти связки. На самом деле существовало множество вариантов, когда наш человек из примера что-то рассказывал своей маме, и все происходило так, как он рассказывал. Но ум цепляется именно за неудачи, потому что, скорее всего, для человека это было достаточно важно. И потому что мозг, в принципе, так устроен, что он лучше запоминает всякий негатив, а на позитив его нужно постоянно тренировать. Почему это так происходит? Да потому что в свое время, когда вся вот эта вот внутренность нашей черепной коробочки формировалась, нам с вами было важно именно выжить, сохранить себя, сохранить свое потомство и так далее. И естественно, что мозг был заточен на то, чтобы тревога запоминалась лучше, чтобы можно было очень быстро, оперативно отреагировать на внешнюю ситуацию. И получается, что когда у вас происходят какие-то положительные связки, вы их игнорируете. Зато когда происходит какая-нибудь ерунда, вы прям погружаетесь туда полностью, и вот у вас в голове сформировался паттерн. Как с этим работать, я расскажу попозже во второй части ролика. Главное сейчас, чтобы вы поняли, что такое ложное убеждение. И теперь переходим непосредственно к знакам, которые подает нам мир. Во-первых, есть знаки, которые мы притягиваем за уши. И про это есть целый ролик на канале. И это то, что регулярно всплывает во всех моих челленджах и в канале. Я увидел 22-22, я увидел 11-11 и так далее. Все это положительный знак. Это когнитивное искажение, это то, что вы сами себе придумали.
Нету ничего, что могло бы каким-то образом подтвердить, что это действительно оказывает влияние на жизнь большой выборки людей. Мы бы с вами могли говорить о том, что магия чисел работает, если бы действительно было проведено какое-то такое исследование, и там, например, участвовало, ну хотя бы, давайте возьмем 5000 человек, не такая большая выборка с учетом человечества. И вот эти 5000 человек были бы разделены на две группы. Одна группа, которая живет как жила, и вторая группа, которая обращает внимание на эти знаки. И мы могли бы сравнить, как меняется их жизнь. И если бы однозначно у тех людей, которые замечают 11, 11, 22, 22, в жизни дальше происходили события, которые они ожидают, тут можно было бы с высокой вероятностью говорить о том, что действительно есть некая корреляция, действительно цифры влияют на нашу жизнь и так далее. Проблема в том, что исследований таких нет, никто их и не проводил. И второй момент в том, что просто кто-то однажды сказал: «О, это магия», и все остальные за ним просто повторили и дальше создали себе очередное ложное убеждение, что это магия. Причем, что самое интересное, оно никак не отслеживаемое. Сработало это, не сработало это. Оно может не сработать, и вы быстренько забудете про то, что вы видели знак. А если оно сработает, вы скажете: «О, знак сработал». Все то же самое, как было с тем человеком, с мамой, с ботинками из бизнеса. Теперь дальше. Как же все-таки тогда разбираться с этими дурацкими знаками, они вообще существуют или нет? Все самое интересное заключается в том, что мир нелогичен, если смотреть с точки зрения нашего мышления. Мы с вами все время пытаемся притянуть одно к другому. И у нас получается, что он пушистый, потому что квадратный, и мы искренне в это верим. Но в мире работает абсолютно другая логика. И это выглядит таким образом, что настоящий знак от мира – это когда он никак не связан с темой, о которой вы думаете, на которую вы нацелены. У меня был ролик, в котором я рассказывала про то, как выглядят знаки Вселенной на самом деле, и был пример про человека, который хочет уехать в Германию. Обязательно посмотрите его в конце. Сейчас возьмем другой пример. Вы хотите, чтобы ваш уровень дохода увеличился в 2 раза. И для этого вы находите для себя какие-то подтверждения. Как это может выглядеть в реальности? Я шел по улице, нашел монетку. О, Вселенная меня слышит, я нашел монетку, круто. Это работает именно ваша линейная логика и настройка вашего мозга на определенный результат. Я, заметьте, не говорю, что это плохо. Это ваш мозг, он настроен, и это супер, потому что в том числе подключается дофаминовая система. Но если мы смотрим именно из разряда того, что Вселенная подает вам сигнал таким образом, то нет. Вы просто шли по улице, вы просто думаете про увеличение своего дохода, вы просто замечаете монетку и поднимаете ее. Это разные события, они между собой не связаны. А вот знак от Вселенной выглядит таким образом, что вы идете по этой самой улице, у вас эта самая монетка в кармане, например, или ее там нету, и вдруг вы поднимаете глаза и видите, не знаю, летящий самолет. И в этот момент вы точно знаете, что это знак. Он никак не объясняется логически. Это просто ваше внутреннее ощущение, что нечто произошло, и это нечто напрямую связано с тем, что произойдет в вашей жизни. Здесь будет небольшой лайфхак для тех, кто хочет разобраться, как перемещаться между вариантами реальности и попадать туда, где ваше желание исполнено. Я про это рассказывала уже в своем ролике и повторюсь еще раз. У вас может возникнуть спонтанное желание сделать что-то, что вы никак не планировали. Например, пойти в магазин и купить новую вазу. И вы идете, покупаете эту новую вазу, и она является ключевым переходным вариантом к другому, где как раз исполняется ваше желание. Причем ваше желание никак не связано с вазой и с чем-то таким. Оно может быть вообще как раз про то, чтобы увеличить ваш доход. И здесь работает нелинейная логика. Меня на канале постоянно просят объяснить, кто такой лазутчик, что это такое, как он работает. И все требуют от меня такой, знаете, понятной логической схемы. Проблема в том, что вот этот переместитель между вариантами реальности работает вне человеческой логики, и его нельзя объяснить никак, кроме как прожить, прочувствовать. Для этого нужно отпустить контроль, отпустить то, что вас заставляет все время создавать вот эти ложные паттерны. Мы с этим работаем в челлендже «Связь» и работаем так, что людей просто рвет на хомячков.
Я вот прям не преувеличиваю. Есть люди, которые испытывают бешенство и раздражение, потому что объясните мне, как это работает, объясните мне, что я должен сделать. Это проблема большинства людей. Вы хотите, чтобы ваши желания исполнялись, это замечательно. Я за то, чтобы желания исполнялись, и в жизни все было круто. Но вы все время пытаетесь притащить туда свою обыденную логику и заставить мир жить по вашей логике. Миру наплевать на то, что вы хотите, и как нарисовали себе какое-то представление о нем. Он просто живет так, как он устроен. И у него нету той линейной логики. Он живет как-то иначе. И для того, чтобы с ним быть в контакте, вам тоже надо от своей логики в какие-то моменты отказываться. И это очень тяжело, потому что у всех нас в той или иной степени выражен контролер. И что делает контролер? Он все просчитывает. Я всегда говорю в челлендже: если у вас возникли заблуждения по поводу того, что вы что-то контролируете, идите перечитайте «Мастера и Маргариту». Достаточно до момента, где Берлиозу отрезала голову. Он тоже был на 100% уверен, что в его жизни все предсказуемо и понятно, и где он будет. А потом появилась внешняя сила, тот самый мир в виде Воланда, и сообщила ему, что ему отрежут голову. И он получил свою отрезанную голову. И когда вы приходите в челлендж, вы как раз очень сильно сталкиваетесь со своим контролером, и мы делаем все для того, чтобы он перестал иметь над вами власть. И тогда с вами происходят странные, необъяснимые, некоторых сначала пугающие, а потом радостные события, и вы действительно перемещаетесь в те варианты реальности, где ваше желание исполняется. Нелинейно перемещаетесь, еще раз про это скажу. А дальше происходит настоящая, назовем это, магия. Вы в какой-то момент начинаете доверять тому, что с вами происходит. Вы потому что видите, что вы запросили и получили, запросили и получили. И дальше период, за какое время воплощается ваше желание, все больше и больше сокращается. И в какой-то момент это вызывает и восторг, и недоумение одновременно, но самое главное, что действительно все исполняется. И вы перестаете быть рабом своих логических схем и паттернов, вы выходите за них, и поэтому, фактически мир действительно становится для вас безграничным, и вы становитесь человеком, для которого доступно все. И, например, если вы вообще не оратор, но вы с детства мечтали быть человеком, который выступает на сцене и собирает огромные стадионы, вы можете стать таким человеком. Но если вы будете идти к этому через логику, вы к этому вряд ли придете. А теперь давайте про то, что делать, когда вы создали для себя ложную связку, что если я расскажу, то у меня ничего не сбудется. Это абсолютно психологический прием, психологическая техника. Она работает, проверена на мне и на множестве других людей. Вы просто начинаете этот паттерн провоцировать. Вы начинаете специально рассказывать всем подряд, чуть ли не о каждом своем запланированном деле. И в какой-то момент вы точно видите, что вы, например, рассказали о своих планах поехать в Турцию, и все получилось. А в другой раз вы рассказали про свой план поехать в магазин и купить там красивый пиджак, на который вы засматривались на протяжении нескольких месяцев, и не сработало. И в какой-то момент вы понимаете, что никакой связи нету. Здесь вы рассказали, и все получилось, здесь вы рассказали, и не получилось. И в конечном итоге у вас создается новый паттерн, который однозначно намекает на то, что все устроено несколько иначе, и между этими событиями нет никакой связи. Теперь давайте резюмируем. Все знаки, которые подает вам мир, Вселенная, Бог, как вы это и хотите, так и называете, они абсолютно нелогичны. И они основаны исключительно на вашем чувствовании. Чтобы ваше чувствование работало на 100%, вам нужно разобраться со своим контролером и наладить связь со своим внутренним «я», для чего есть челлендж-связь. Кроме того, у нас с вами бывают искажения в восприятии. Если это, то вот это. Один из моих самых любимых паттернов. И вы можете с ними разобраться тем, что будете провоцировать этот паттерн на ложное срабатывание, и тогда он сломается. И, наконец-то, мы с вами разобрались с тем, что такое суеверное поведение, и с тем, имеют ли числа какие-то значения, или все это просто фигня, притянутая за уши. И то, с чего я начинала. Почему вы обратили внимание на этот ролик? Помимо того, что на вас хорошо сработал алгоритм YouTube, и вам действительно важна эта тема, если вы досмотрели до этого момента, значит, у нас с вами есть что-то общее.
И вам обязательно нужно подписаться на мой канал и, да, посмотреть другие ролики, которые связаны с темой внешних знаков, внутренних знаков, того, как работает наша голова. Потому что тут, что называется, осведомлен, значит вооружен. И хорошо бы понимать, что с вами происходит, как все это устроено. Если вы хотите какого-то еще более глубокого погружения в эту тему, то подписывайтесь на меня в социальных сетях, в Нельзяграме, в Телеграме, там разный контент. Хотя сейчас не очень много времени тем, чтобы заниматься этим, но я регулярно там появляюсь и обещаю, что я исправлюсь и буду делать контент чаще. Ну и, наконец-то, мы с командой ждем вас в челлендже, потому что он меняет вашу жизнь. Но если вы тот человек, который лучше всех все знает, все проходил, во всем на 100% уверен, у которого просто контролер вот такой, если вы не уверены в том, что вы способны спуститься со своего пьедестала и довериться нашему опыту, опыту людей, через которых прошли уже сотни учеников, не приходите в челлендж. Вы будете мутить воду, и ничего хорошего из этого не выйдет. А вот если вы действительно хотите с собой разобраться, вы прям поняли, что ваш контролер мешает вам жить, тогда да, вам точно нужно остаться на этом канале и точно приходить в челлендж. С вами была Алена Зацепила. До встречи в моих следующих роликах.